говорит, что очень много влияет на ваше зрение, поскольку если вы что-то создаете в физическом мире, оно рано или поздно оставляет отпечаток на тонкий мир. Если вы создаете очень сильное магнитное поле неестественной природы, то оно создает и опасную ситуацию на тонком плане. То есть может через, например, сильное электромагнитное поле неестественной природы разрушать какие-то полевые структуры. На тонком плане, например, зрению мешают, скажем так, определенные существа, которые живут в определенных структурах и поглощают некоторые системы, позволяющие восстанавливать определенные разрушения в вашем физическом теле. Если вашу полевую структуру параллельно паразитическое существо, то оно будет поедать часть тех систем, которые связаны с восстановлением систем, то есть те, которые отвечают за работу этой системы. И это будет влиять на ухудшение того или иного параметра ваших возможностей. Тонким планом, в первую очередь, обычно называем ваши отношения и вашу духовную составляющую. То есть, если у вас развиты тонкие тела, то с помощью тонких тел многие вопросы можно решать быстрее. И если у вас есть проблемы в морально-нравственных нормах, то у вас обычно блокируются верхние чакры. И связь с этими тонкими энергиями и быстрыми процессами прерывается либо блокируется. Если вы очищены, то есть до определенной степени, то с каждым моментом, когда у вас что-то очищается до нужной степени, раскрывается определенный потенциал, то есть определенное качество. Оно связано с вашими полевыми структурами. Если до какого-то уровня очищена структура, она стимулирует раскрытие более высокого центра. И, соответственно, далее по цепочке, как наверх, так и вовне, вокруг. Когда вы доходите до определенного тонкого тела, могут включаться механизмы, которые могут мгновенно менять некоторые вещи. То есть теоретически, например, вылечить зрение можно мгновенно, но для этого нужно произвести перемены в тонких полевых структурах. Эти перемены могут делаться как самим человеком, так и силой извне. Но это только в том случае, что эти системы у человека открыты. На тонком плане бывают существа, которые способны сделать эту операцию для человека. Но они живут по определенным законам и никогда не будут это делать, даже если есть такая возможность, но на это нет прав. Например, человек не совершил определенные поступки, не принял определенные решения и не заключил определенные договора. Тонкий план – это такая же система, как и система вашего организма. То есть существа, живущие в той среде, воспринимают эту среду такой же живой физической природы, как вы воспринимаете свое тело. Если у вас развиты и очищены более низкие тела, то они создают возможность для очищения более тонких. И так, соответственно, далее и далее. Если вся цепочка до определенного уровня очищена, то вы сами резонируете с тонким планом и сами можете решать те или иные вопросы, запускать те или иные процессы. Тонким планом мы обычно называем вашу систему морально-нравственных ценностей и ваш духовный потенциал и ваше отношение с окружающим миром, которое опирается на эти вещи. В первую очередь, тонким миром для вас является ваш духовный потенциал, который вы используете в жизни, поскольку вы используете не только ваши мысли, не только ваши чувства, но и те тонкие тела, тот опыт, который записан на их оболочках. Большая часть знаний, которые есть у человека, она не является непосредственно ментальными, то есть смысловыми знаниями, либо чувственными знаниями. Она является тонким опытом переживаний, который существует на уровне вашей природы и может сам выполнять определенную работу. Когда человек доходит до определенного уровня сознания, эти механизмы воспринимаются как естественные, такие же, как умение мыслить, умение чувствовать, умение говорить, либо что-то еще. На данный момент понятие тонкий план, они бы хотели определить как вашу духовную составляющую и умение использовать его в своей реальной повседневной жизни. Если с этой составляющей у вас хорошая ситуация, то и тонкий план, он будет помогать вам в вашей работе, а не ждать того часа, когда вы достигнете той точки, на которой возможен резонанс и принципиальные какие-либо перемены. На самом деле не тонкий план изменяет вас, а именно вы изменяете что-то в окружающем мире, в том числе на тонком плане. Как только доходите в своем развитии, в своем мировоззрении, в своем отношении до резонанса с этим планом, то есть соответствуете ему по своим качествам. Если для вас духовный план важная часть вашей жизни, если вы можете оттуда брать как источник информацию, причины для ваших поступков, то и тонкий план начинает формировать вашу жизнь. То есть восстанавливая то, что нужно восстанавливать, направляя вас тогда, когда вам нужно понять направление
и давая силы для принятия решений, когда их сложно принять, и тогда, когда для осмысления нужен какой-то больший потенциал. Сейчас современный человек живет на очень маленькую часть своих возможностей. Имеется в виду подавляющая часть населения Земли, которое живет на планете. В частности, на ее верхней части. И исходя из того духовного потенциала, которым владеет человек, человечество получает тот или иной ресурс. Внешний ресурс, он может заканчиваться и может приносить человеку страдания. Ресурс тонкого плана не разрушает ничего, пока человек находится в резонансе с этим потенциалом и принимает свои решения, используя принципы тонкого плана, то есть принципы духовности, высокой разумности. Если вы можете ориентироваться на этот план, то вы найдете способ решения любого вопроса. Именно так тонкий план влияет на вашу жизнь, и именно так, в первую очередь, он существует в вашей жизни. Он бы хотел сейчас соотносить тонкий мир, тонкий план с вашей жизнью именно вот в этом аспекте, именно в этом свете.